Здорово, народ! Я давно обещал вам снять видео о том, кто я такой, сколько я занимался прыжками и почему я решил об этом снимать. И сегодня как раз в этом видео мы с вами об этом и поговорим. Поехали! Для удобства в описании к этому видео будет полный тайм-код всех тем, о которых я буду сегодня говорить. И начать я хочу с самого начала. Я родился 25 октября 1991 года в городе Краснотурьинске, что находится в 400 километрах от Екатеринбурга. Сам по себе город небольшой и в данный момент насчитывает порядка 50 тысяч жителей. В очень юном возрасте мои родители начали прививать мою любовь к спорту и в 7 лет отдали меня в хоккейную секцию. Особых успехов мне не удалось там добиться, так как я был существенно младше своих одноклубников. И прозанимавшись порядка 5 лет, я ломаю позвоночник. И это первый из 3 переломов позвоночника, который у меня был. Реабилитация заняла порядка 3 месяцев, вследствие чего мне само собой пришлось прекратить заниматься хоккеем. Некоторое время я находился в свободном плавании и занимался только дворовым футболом. В 14 лет я снова ломаю позвоночник. И причиной этому послужило, как и в первом случае, самое обычное дурачество. Мы прыгали в сугробы с большой высоты. В этот раз реабилитация составила уже 2 месяца. Примерно через год на уроке физкультуры, прыгая через козла, я умудряюсь порвать связки голеностопа. На восстановление у меня ушло порядка 3 месяцев, и после этого я начинаю заниматься легкой атлетикой. И как раз примерно в возрасте 15-16 лет я начинаю увлекаться прыжками. К сожалению, свой путь я начинал не по каким-то программам, а по собственному наитию, потому что интернета на тот момент не существовало. И так как я жил в маленьком городе, у меня не было возможности найти человека, который смог бы мне подсказать, каким именно образом мне необходимо двигаться. Здравствуйте. Как ваши дела? Хочешь поздороваться с подписчиками? Давай. Надо доснять. На изучение прыжка у меня ушло порядка 2 лет. Я искал различного рода литературу, обращался к тренерам по легкой атлетике с просьбой помочь мне научиться прыгать или вообще, чтобы они мне объяснили, каким образом мне нужно тренироваться для того, чтобы я получил определенные результаты. На тот момент моей любимой дисциплиной были прыжки в длину с места, и я поставил себе цель во что бы то ни стало, до того, как я закончу школу, прыгнуть 3 метра. Особо углубляться в то, какие упражнения я именно делал в этот период, я не буду, так как у меня есть отдельное видео на канале, которое вы можете посмотреть по всплывашке. Так как я жил в небольшом городе, особо большого выбора спортивных секций у нас не было, и само собой самое близкое из того, что у нас было к прыжкам, это легкая атлетика. Первым делом я попросил тренера помочь мне увеличить мой прыжок. Но так как это была не его специализация, он сказал, что постарается помочь, но ничего не обещает. Из-за того, что специализация нашего тренера была бег на короткие дистанции, преимущественно он нагружал меня спринтерскими упражнениями. Мы бегали большие марафоны, что, конечно же, мне очень сильно не нравилось. Так как я понимал и видел, что бег на большие дистанции негативно сказывается на моем прыжке. И постепенно я начинаю заниматься индивидуально по развитию своего прыжка. И в возрасте 16 лет, в 11 классе, мне удается установить рекорд школы по прыжкам в длину с места с результатом 305 сантиметров. На тот момент мой рост составлял порядка 175 сантиметров. При этом целенаправленным развитием вертикального прыжка на тот момент я не занимался. Но заметил определенную зависимость, что при увеличении прыжка в длину с места, прыжок в высоту точно так же увеличивается. И в возрасте 16 лет я впервые смог коснуться баскетбольного кольца. На самом деле это было очень странно, что максимальная точка касания и максимальная длина прыжка в длину с места была 305 сантиметров. Я прекрасно понимал, что максимальная точка касания должна быть намного больше, чем прыжок в длину с места. Как позже выяснилось, все дело было в технике. Так как я занимался порядка 2 лет прыжками в длину с места, само собой техника была у меня довольно-таки на высоком уровне. Но из-за того, что я абсолютно не занимался прыжками вверх, техники у меня не было абсолютно никакой, и на этом терялись драгоценные сантиметры. Напишите, пожалуйста, ребят, в комментариях, какая у вас максимальная точка касания в сантиметрах и прыжка в длину с места. Очень интересно посмотреть, есть ли среди вас те, у кого результаты эти будут максимально близки друг к другу. В тот же год, в 11 классе, я ломаю 3-й раз позвоночник. И это, наверное, и был самый ключевой момент в том, что в дальнейшем я начал заниматься развитием вертикального прыжка. Когда я проходил обследование у хирурга, он мне сказал, что в дальнейшем я уже не смогу заниматься прыжками. Но мой юношеский максимализм решил доказать обратное. После нескольких месяцев восстановления я активно начал заниматься уже непосредственно развитием вертикального прыжка. И в возрасте 17 лет максимальная точка касания составляла порядка 320 сантиметров. И на фоне этого, заметив мой высокий вертикальный прыжок, меня начали приглашать в различные волейбольные команды. Поэтому, отвечая на вопрос, сколько лет я занимаюсь волейболом, я могу сказать, что 11. Но на самом деле
я никогда не занимался волейболом, я просто ходил играть с ребятами по вечерам. Когда я поступил в институт, на одном из первых уроков физкультуры мы сдавали прыжки в длину с места, и я смог показать результат порядка 312 сантиметров. После чего со мной связалась уже волейбольная команда, и меня пригласили играть в волейбол, что было для меня, конечно же, намного ближе. Примерно раз в неделю на протяжении 2 лет я ходил с ребятами и играл в волейбол. Но за все это время на соревнованиях я отыграл всего 2 матча. Меня это абсолютно никоим образом не расстраивало, так как я понимал, что есть игроки более высокого уровня, и само собой именно они должны были играть. Мне же в первую очередь доставляло удовольствие то, что я могу ходить на тренировки и заниматься своим любимым делом – прыгать. Отучившись 2 года в родном городе, я перебираюсь в Екатеринбург для того, чтобы продолжить обучение уже там. Так как этот город-миллионник, здесь спортивных секций намного больше. И в первую же неделю пребывания в Екатеринбурге я пошел искать секцию по прыжкам. У меня не было абсолютно никаких связей, и для того, чтобы попасть в хорошую спортивную секцию, я понимал, что мне необходимо продемонстрировать что-то, что может впечатлить тренера, и после чего он меня возьмет уже вполне возможно в набранную секцию. Я пошел в манеж УРФУ, института, в котором я учился, подошел к самому первому попавшемуся тренеру и сказал, что если я сейчас при нем в джинсах, без разминки, смогу прыгнуть 315 сантиметров, то он мне поможет найти тренера по прыжкам. Ну и само собой, без особых трудностей я это сделал. Тренер по легкой атлетике действительно был очень впечатлен и помог мне найти тренера, с которым я в будущем занимался порядка года. И основное направление данного тренера уже были прыжки в длину с разбега. Буквально в первый же месяц я очень сильно не взлюбил данный вид спорта из-за того, что у меня ранее была травма правого голеностопа. И мне необходимо было прыгать в длину с разбега, отталкиваясь с правой ноги. Вполне возможно, со стороны кажется, что нагрузка на голеностоп создается небольшая. Но поверьте мне, при прыжке в 7 метров нагрузка создается просто феноменальная. К сожалению, я продолжал заниматься в данной секции и молчал о том, что у меня ранее была травма. Вследствие чего позже из-за больших нагрузок я получил повторную травму голеностопа. Восстановление заняло порядка 3 месяцев, но за это время я решил заниматься более плотно турниками, так как я уже совсем не мог жить без спорта. После я возвращаюсь в секцию по прыжкам, занимаюсь еще несколько месяцев и понимаю, что я очень сильно отстаю от тех ребят, с которыми я тренировался ранее. Меня начинают беспокоить различного рода микротравмы из-за того, что я пытаюсь угнаться за ребятами, которые ушли сильно вперед из-за моего большого перерыва. И в этот момент происходит самое значимое событие, которое и повлияло на создание моего канала. Мне ломают колено. Происходит это все совершенно случайно, мы просто с ребятами играли в футбол, и один из парней промахнулся по мячу и попал мне по колену. После чего я беру довольно-таки существенный перерыв в прыжках и начинаю заниматься активно турниками. Примерно за год я смог дойти до результатов 40 подтягиваний и 20 выходов силы. И один из моих друзей, увидев мои силовые показатели, решил пригласить меня на соревнования по армрестлингу. Из-за того, что я очень много лет занимался турниками, мои мышцы были готовы к тому, чтобы выдерживать длительную нагрузку, но вот суставы нет. И в полуфинале по армрестлингу мне ломают правый локоть. А если быть точнее, у меня просто треснул сустав. И я по своей глупости не обратился к врачу. Вследствие чего у меня он сросся неправильно, и теперь у меня до конца не разгибается рука. Через несколько месяцев в УРФУ проходили спортивные игры, на которых были соревнования по выходам силы, и меня на них пригласили. Ну а также пригласили еще одного парня, который на тот момент делал на 2 выхода силы больше. Само собой, я активно начинаю готовиться к этим соревнованиям, и в момент подготовки я рву правое плечо. Причем настолько серьезно, что я несколько месяцев не мог просто оторвать свою руку от тела. Реабилитация заняла очень много времени, но и до сих пор у меня есть определенные ограничения в этой руке. На дворе 2014 год, я постепенно начинаю возвращать свой прыжок, но само собой до тех результатов, которые у меня были до травмы, мне дотянуться не удается. Я снимаю несколько видео со своими прыжками и заливаю их на YouTube, для того, чтобы было удобнее отправить ссылки своим друзьям. Я продолжаю изучение спортивной литературы о прыжках уже чисто как хобби. И абсолютно не задумываясь о том, что мои видео, которые лежали в интернете, начинают создавать определенный интерес. За несколько лет я получаю порядка 1000 личных сообщений в ВК с вопросами о том, как я добился такого прыжка. И первое время я охотно помогал людям, рассказывал, каким образом я тренировался и что именно я делал в процессе тренировок. Но со временем таких вопросов стало слишком много, и мне надоело отвечать на данные вопросы. И примерно в 2015-2016 году я решаюсь начать снимать обучающие видео. Я снимаю несколько эпизодов, и мне не нравится то, как я говорю, то, каким образом стоит свет, то, каким образом записывается звук и так далее. В итоге за несколько месяцев попыток я снял довольно-таки большое количество эпизодов, но так ни одно из них и не вышло. Потому что все, что я делал, мне не нравилось. После этого в моей жизни происходит определенная череда событий, которая сдвигает начало создания моего канала еще на несколько лет. И в итоге официальная дата запуска моего YouTube канала является 1 сентября 2017 года. Поэтому, как итог, причиной появления моего канала послужила моя травма.
Скорее всего, если бы я не получил травму, я бы просто продолжил заниматься спортом, а после того, как закончил, я бы явно не перешел на YouTube. Но из-за того, что у меня накопилось очень большое количество уникальных знаний, они действительно были интересны людям, я решил ими поделиться. Ну и вдобавок я хотел предостеречь всех ребят от травм, которые постигли меня на моем пути. Как я думаю, вы понимаете, это лишь малая часть от того, что я на самом деле хотел бы вам рассказать. Но уместить такой большой объем информации в одно видео, чтобы это было действительно интересно смотреть, мне кажется, просто невозможно. Само собой, я пропустил довольно-таки большое количество травм, которые я получил, такие как переломы пальцев, запястья, носа, но в целом они абсолютно никак не повлияли на мои спортивные результаты. Да и в большей степени все эти травмы не спортивные и были получены по собственной глупости. И если ты досмотрел данное видео, не перелистывая до этого места, то ты самый преданный мой подписчик. И я хочу к тебе обратиться. Для YouTube очень важны показатели вовлеченности в просмотр видео. То есть, когда выходит новое видео, очень важно, чтобы на нем появлялись оперативно комментарии, лайки и определенные другие действия, такие как нажатие на колокольчик или репосты. Поэтому могу сказать, что на создание будущего контента влияешь именно ты. В зависимости от того, какие рубрики будут набирать больше всего активности, само собой они будут выходить в первую очередь, так как это необходимо для развития канала. Но само собой я не буду отходить от истоков канала. Как изначально он создавался о прыжках, так он и будет о прыжках. Просто в данный момент есть определенные трудности с созданием такого контента, так как мне просто негде это снимать. А в волейбол я хожу играть уже на протяжении многих лет, каждую пятницу. И при этом волейбол я снимаю с 2014 года, просто выкладывать я начал его намного позже. Поэтому не обессудьте, чуть позже в моей группе ВКонтакте появятся стримы, на которых я буду стараться отвечать на ваши вопросы. Так как я понимаю, что наверняка большинству из вас волейбол от первого лица уже очень сильно надоел. Как мне кажется, данное видео получилось уже довольно-таки длинным. И пора закругляться. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. В течение первого дня я активно читаю и отвечаю на все комментарии. Ну и как всегда по традиции, спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Меня зовут Егор Пупынин. Всем удачи. Пока.